Что, если одна из самых загадочных табличек древнего мира была не историей прошлого, а предупреждением для будущего? Согласно этой легенде, 4000 лет назад шумеры оставили сообщение, в котором говорится не о царях, не о воинах и не о богах. В нем описаны 12 неизвестных рас, которые знают о существовании Земли. Каждая получила свой номер, каждая свой уровень опасности. Одни только наблюдают, другие уже вмешивались в судьбу человечества. А та, что занимает первое место в этом списке, согласно загадочной легенде, вообще не пришла с другой планеты. Она всегда была рядом. Сегодня мы разберем все 12 записей этой загадочной таблички, от самой безопасной до самой тревожной. Но чем дальше мы будем двигаться по этому списку, тем сильнее будет меняться главный вопрос: кто на самом деле написал это предупреждение и зачем оно должно было пережить тысячи лет? Все начинается в 1849 году. Древняя Ниневия, один из величайших городов Месопотамии. Археологи раскапывают руины, где веками лежали тысячи глиняных табличек. Большинство из них были понятны: торговые записи, молитвы, царские указы, списки товаров. Но среди них находят одну, которая не похожа ни на одну другую. Она расколота, повреждена, часть текста исчезла навсегда. Но то, что осталось, вызывает вопросы. Клинопись отличается от привычных шумерских записей, структура текста выглядит чужой, а содержание вообще не соответствует ни одному известному жанру того времени. Это не история царя, не гимн богам, не описание урожая. Согласно этой истории, табличка получает странный статус, неклассифицируема. И затем происходит самое необычное. Она исчезает. Не из-за разрушения, не из-за потери. Она просто остается в тени почти 170 лет, без выставок, без громких публикаций, без внимания. Будто кто-то предпочел, чтобы о ней забыли. Но в 2019 году все меняется. Снимки таблички появляются на закрытом исследовательском форуме. Несколько специалистов начинают изучать сохранившиеся символы, и первые результаты перевода приводят к неожиданному выводу. Перед ними находится необычный древний текст. Это список, 12 записей, 12 неизвестных рас, 12 уровней угрозы. Но настоящая загадка появляется позже. Над двумя колонками текста находится всего одна строка. Это то, что нам было сказано. Всего несколько слов, но они меняют смысл всей таблички. Писец не говорит «я видел», не говорит «я доказал». Он пишет только одно: ему передали информацию. Но кто передал и почему ее нужно было сохранить? Еще одна деталь делает эту историю еще страннее. На табличке нет имени автора, нет даты, нет имени правителя, ничего, что обычно присутствует в шумерских документах. Только сообщение, только список, только предупреждение. Затем исследователи замечают главную особенность текста. Номера идут в обратном порядке. 12-я запись – самая безопасная, первая – самая опасная. Будто древний писец не рассказывал историю, а составлял древний каталог угроз. И мы начинаем с последнего номера, с тех, кто, согласно записи, видел человечество, но никогда не вмешивался, с тех, кого называли наблюдателями. Но прежде чем мы перейдем к первой записи этого загадочного списка, хочу спросить вас, как вы думаете, могла ли древняя цивилизация действительно оставить подобное предупреждение? Напишите свое мнение в комментариях. Мне интересно узнать, что думаете именно вы. А если вам нравятся такие истории о тайнах прошлого, поддержите это видео лайком. Для вас это один клик, а для канала сигнал продолжать исследовать самые загадочные страницы истории. Их номер 12. И это только начало. Начиная с этого момента, список становится намного тревожнее. Первые записи еще можно было воспринимать как историю о далеких наблюдателях, которые просто смотрели на Землю со стороны. Но 9-я позиция меняет все. Здесь появляются те, кто не просто видит человечество. Они изучают нас, они оценивают нас.
И самое пугающее, согласно этой записи, они ждут определенного момента. 9-я запись описывает расу, которую писец называет теми, кто считает население. Они не приходят с войной, не строят городов, не вступают в контакт. Они делают только одно – наблюдают, считают людей, считают города, считают, насколько быстро развивается наша цивилизация. Согласно тексту, они возвращаются через определенные циклы, примерно в 6000 лет. Каждый раз они появляются, изучают изменения и снова исчезают. Но затем появляется строка, которая полностью меняет смысл этой записи. Они считают, чтобы определить, когда действовать. И именно здесь возникает главный вопрос: что они ждут? Какой момент должен наступить? Самая тревожная фраза этой записи звучит так: «Жатва приходит, когда поле полно». Это всего лишь древняя метафора или намек на то, что человечество рассматривают как нечто, что однажды достигнет нужного уровня? Напишите в комментариях, как вы думаете, это просто символический образ или в этой фразе скрыто другое значение? Но 9-я запись — это только начало, потому что 8-я рассказывает уже не о тех, кто наблюдает за человечеством, а о тех, кто, согласно этой истории, помог его изменить. 8-я позиция описывает расу, которую писец связывает с появлением земледелия, и это одна из самых важных деталей всего списка, потому что именно земледелие стало моментом, когда человек перестал просто выживать и начал строить цивилизацию. Первые поля, первые поселения, первые города. Но согласно этой записи, кто-то мог стать причиной этого перелома. Писец утверждает, что именно эта раса принесла людям знания о выращивании растений, пшеницы, ячменя и других культур, которые позже изменили весь ход истории. Однако самая загадочная часть находится в конце. Там говорится, что однажды они вернутся, чтобы посмотреть, что выросло. И это слово имеет двойственный смысл. Оно может означать растения, но может означать и потомков, урожай и человечество. Случайное совпадение или специально оставленная загадка? А затем начинается 7-я запись. И здесь история становится еще странной, потому что эти существа никогда не приходили на Землю. Они не оставляли следов, не строили сооружений. Они просто слушали. Согласно тексту, они получали сигналы от нашей планеты на протяжении тысячелетий. Они слышали огонь, слышали металл, слышали первые города. Но самая загадочная строка говорит об оружии, которое разрывает воздух, не будучи брошенным. Для древнего писца это было непонятное явление, но сегодня эта фраза звучит иначе. Возможно, речь идет об огнестрельном оружии, возможно, о чем-то другом. Но смысл остается одним. Они знают, что мы существуем. Они знают, что мы создаем. И самое тревожное, в конце записи говорится, что они еще не решили, отвечать ли нам. 3 записи, 3 разных сценария. Одни считают нас, другие изменили наше прошлое, третьи просто слушают. Но дальше список переходит на новый уровень, потому что, начиная с 6-й позиции, речь идет уже не о тех, кто наблюдает за человечеством, а о тех, кто, согласно этой загадочной табличке, оставил следы прямо на нашей планете. Насколько далеко может зайти влияние неизвестной цивилизации на развитие человечества? Если первые записи этой загадочной таблички описывали тех, кто наблюдал за нами издалека, то следующие 3 записи говорят уже совсем о другом. Здесь появляются те, кто, согласно этому тексту, не просто видел историю человечества, они оставили в ней свой след. И именно эти записи заставили бы исследователей задать самый сложный вопрос. А что если некоторые величайшие загадки прошлого появились не только благодаря человеческим знаниям? 6-я запись описывает расу, которую писец называет каменными строителями.
Но самое интересное, он не говорит, что они создали наши древние сооружения. Он использует другое слово – «они обучили». Согласно этой записи, именно они передали людям знания о работе с огромными каменными блоками, точных расчетах и строительстве сооружений, которые должны были пережить тысячи лет. В тексте упоминаются 3 места. Одно находится в земле, которую мы сегодня называем Египтом. Второе далеко за океаном, среди древних земель Южной Америки. Третье на территории современного Ливана. Согласно этой истории, описания напоминают Гизу, Саксаю-Аман и Баальбек. Разные континенты, разные культуры, но одна общая деталь – невероятный масштаб и точность строительства. И здесь появляется главный вопрос. Почему древние люди создавали сооружения, которые должны были существовать дольше самих цивилизаций? Почему именно эти места должны были быть замечены? И кем? Но если 6-я запись говорит о знаниях, которые могли изменить человечество, то 5-я рассказывает о вещах, которые выглядят еще более странно, о предметах, которые не должны были существовать в рамках обычного понимания древнего мира. 5-я позиция описывает расу, которая оставила после себя артефакты, но это были не просто предметы. Согласно тексту, они обладали необычными свойствами. Они могли двигаться без прикосновения, сохраняли тепло без видимого источника энергии, меняли свое положение так, будто расстояние для них не имело значения. Для людей того времени это выглядело бы не как технология, это выглядело бы как нечто невозможное. Но самая загадочная часть записи находится в конце. Писец утверждает, что эти предметы не были потеряны, они просто ждут своего времени, они будут активированы, когда это понадобится. Но кому и для чего? Табличка не дает ответа, она оставляет только один тревожный вопрос. Что если некоторые древние артефакты были не наследием прошлого, а посланием будущему? Но самая спорная запись находится на 4-м месте. Именно она сильнее всего разделила тех, кто пытался понять этот текст, потому что здесь речь идет уже не о посетителях, речь идет о тех, кто мог стать частью нас. Согласно этой записи, существовала раса, которая уничтожила собственный мир последствиями своих действий. Выжившие пришли на Землю и смешались с человечеством. Писец утверждает, что их наследие осталось не только в нашем теле, но и в нашем сознании. И последняя фраза этой записи звучит как предупреждение: «Тот, кто стал нами, тот, кто нас и закончит». Что это значит? Предупреждение о будущем, история о наследии или напоминание о том, что любая цивилизация может повторить ошибки тех, кто был до нее? Напишите в комментариях, как вы думаете, самая большая угроза человечеству приходит извне или рождается внутри нас самих? Но дальше список становится еще более тревожным, потому что следующая запись утверждает нечто, что меняет всю картину. Некоторые из них не приходили на Землю, им не нужно было прилетать. Согласно этой истории, они уже были здесь. После всех предыдущих записей, кажется, что древний список уже раскрыл почти все возможные варианты угроз. Кто-то наблюдал за человечеством, кто-то слушал нас издалека, кто-то, согласно этой истории, мог даже изменить направление нашей цивилизации. Но 2 следующие записи отличаются от всего, что было раньше, потому что здесь речь идет не о тех, кто когда-то посещал Землю, не о тех, кто оставил после себя следы, а о тех, кто, возможно, никогда ее не покидал. 3-я запись начинается с одной странности. В отличие от других описаний, здесь нет ни созвездия, ни далекого мира, ни пути, откуда они пришли. Писец будто специально подчеркивает, искать их нужно не среди звезд. Согласно этой записи, они находятся здесь, на Земле. Тысячи лет они существовали рядом с человечеством, оставаясь незамеченными. Их сооружения, как утверждает текст, находятся глубоко в океанах, там, где люди до сих пор изучили лишь малую часть огромного подводного мира. Они наблюдают, они собирают образцы, они извлекают что-то из глубин планеты. Но что именно? Минералы, энергию, биологический материал? Древний язык оставляет ответ скрытым.
И затем появляется фраза, которая делает эту запись одной из самых тревожных во всей табличке. Они уйдут так, как уходят с поля, которое полностью собрано. Что это значит? Они просто завершат исследование, или поле — это метафора чего-то другого? Если верить этому тексту, они не пришли завоевать землю, они пришли за чем-то конкретным, и когда получат это, уйдут. Но самый важный вопрос остается без ответа. Что именно они искали все это время? Вторая запись переносит историю еще дальше. Здесь уже нет скрытых сооружений и неизвестных глубин. Здесь говорится о тех, кто ждет. Писец не связывает их ни с одной звездой или созвездием. Он описывает их местоположение как второе из блуждающих тел от нашего мира. Для древнего человека это было необычным описанием, потому что речь идет не о далекой Вселенной, речь идет о чем-то внутри нашей собственной системы. Согласно записи, они не появляются случайно. У них есть условия, момент, который должен наступить. И этим моментом станет день, когда человечество полностью осознает одну простую вещь – мы не одни. Никогда мы увидим их случайно, никогда найдем доказательства, а когда как вид примем сам факт их существования. Что произойдет после этого? Мирная встреча, предупреждение или нечто другое? Табличка молчит. Но именно эта неизвестность делает вторую запись такой тревожной. Напишите в комментариях, как вы думаете, если человечество однажды столкнется с неизвестной цивилизацией, это станет величайшим открытием в истории или началом новой угрозы? Но даже вторая запись еще не главный ответ, потому что впереди остается только одна, первая, та, которую писец выделил отдельно, та, которую он окружил на глине, та, о которой он написал без созвездия и без указания места. Потому что, возможно, самая опасная запись этой таблички начинается не с вопроса, откуда они пришли, а с вопроса, а что если они никогда не уходили? Первая запись. Та, которую писец выделил отдельно. Та, которую он окружил на глине. И именно она, согласно этой загадочной истории, должна была объяснить, кого древние шумеры считали самой большой угрозой. Но в этой записи нет звезд, нет созвездия, нет указания на далекий мир. Потому что, согласно тексту, этот код не приходит откуда-то извне. Он связан с тем, что уже находится здесь. Шумерские слова, использованные в этой части таблички, можно переводить по-разному. Тот, кто уже живет здесь, тот, кто носит нашу форму, тот, кто существует под множеством имен. Но какой бы вариант ни выбрать, смысл остается одним. Самая опасная угроза в этом списке не связана с далеким космосом. Она связана с самой Землей. Согласно записи, это существо или раса существовало задолго до появления известных человеческих цивилизаций. Оно видело, как возникали и исчезали империи, видело, как люди строили города, начинали войны, открывали новые знания и снова совершали одни и те же ошибки. Но самое тревожное, писец утверждает, что они никогда не уходили. Они просто меняли свои имена, меняли образы, появлялись в разных культурах под разными названиями. И здесь возникает главный вопрос всей этой загадочной таблички. Если они действительно существовали, чего они хотели от человечества? Ответа нет. Возможно, писец не знал его, а возможно, он намеренно оставил эту часть пустой. Но внизу второй колонки находится еще одна строка. Строка, которой не было в списке 12 записей. Она написана другим почерком, будто добавлена позже. Ее перевод звучит так. Их не 12, их 13. Но 13-й не знает, что он такое. И именно здесь появляется самая странная идея всей истории. Возможно, 13-я раса — это не кто-то извне. Возможно, это само человечество, вид, который тысячи лет пытается понять свое происхождение, свое место во Вселенной и собственное будущее. Может быть, мы не просто наблюдатели этой истории. Может быть, мы ее главная загадка. Конечно, эту табличку невозможно воспринимать как доказанный исторический факт.
Ученые не подтверждают существование подобного документа, а многие детали этой истории остаются частью современной легенды. Но именно такие загадки заставляют нас задавать важные вопросы. Что еще могли знать древние цивилизации? Какие тайны могли исчезнуть вместе с тысячами забытых текстов? И сколько загадок прошлого еще ждут своего открытия? Напишите в комментариях, какая запись из этого списка показалась вам самой тревожной. Первая, где говорится о тех, кто всегда был рядом, или одна из предыдущих, где описывались наблюдатели и неизвестные посетители. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк. Это помогает каналу создавать больше подобных расследований о тайнах древнего мира. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео, где мы будем искать ответы среди забытых рукописей, древних цивилизаций и загадок, которые пережили тысячи лет. Возможно, следующая найденная история изменит наше представление о прошлом.